Друзья, и у нас начинается самый, наверное, крутой, самый яркий, самый замечательный первый день марафона. 3 года за 3 дня. Сегодня мы будем с вами говорить про очень важные вещи, поэтому присоединяйтесь. Мы начинаем. И то, что вас ждет в ближайшее время, точно в корне поменяет вашу реальность, ваше мышление, ваши доходы и то, что вокруг вас происходит. Привет, привет! Всех рада видеть, всех рада приветствовать на нашем марафоне. И у меня к вам огромная благодарность за то, что вы работаете над собой. Потому что вы развиваетесь, потому что вы не стоите на месте. И чем больше нас будет развиваться, тем больше у нас будет богатых людей в обществе. Ну что, сегодня мы будем говорить об очень важных вещах. И я вас приветствую. Буду включать вам слайды у меня сегодня есть подготовленные, и будем двигаться. Итак, наш марафон называется «Сделай за 3 дня больше, чем за 3 года. Создай жизнь своей мечты». Можно показаться, что такое пафосное название, но на самом деле это не так. Достаточно осознать главные вещи, и жизнь начинает меняться. И сегодня мы с вами будем этим процессом заниматься. Немножко расскажу о себе, потому что кто-то меня хорошо знает, кто-то меня совершенно не знает. Я опытный предприниматель. Более 15 лет я веду бизнес. Я являюсь руководителем. Я являюсь сама в прошлом бьюти-мастером. Поэтому я прошла путь от клиента до владелицы нескольких бизнесов. Не так давно пересматривала свою налоговую декларацию, поняла, что уже несколько лет подряд перехожу годовой доход в 1 миллион. Но это все не потому, что я родилась в такой семье или там мне кто-то подарил. Некоторые говорят, ну конечно, ей машину купил муж. У меня прекрасный муж, но машину я купила себе сама. И все, что мы имеем с мужем, мы это заработали сами. Как это к нам пришло? По очереди то одно, то другое. Важно, во что вы верите, важно, как вы действуете, и то, что вы имеете в результате, это такой процесс сначала того, что у тебя в голове, потом того, что у тебя в действиях, и только потом приходит результат. Что такое деньги? Деньги – это ресурс или это обратная связь, как хотите говорите. И вот когда я училась у Сеймурода Давлатова, это последователь Нарбекова и очень такой финансовый эксперт, так вот что я вынесла. Люди делятся на 3 категории. Есть люди, которые живут в зоне проблем. И это не зависит от уровня дохода или от суммы. Это зависит от того, что у них в голове. Смотрите, зона проблем – это, о боже, подняли цены на газ, опять вырос бензин. Нужно учить детей, нужно покупать зимнюю одежду, нужно купить себе путевку в санаторий, нужно отправить маму с папой в Египет. О боже, люди в зоне проблем. Это люди, которые всегда будут испытывать некий негатив и находиться в зоне проблем, сколько бы денег они ни зарабатывали. Это такое мышление. Есть и люди в зоне решения. Это когда ты понимаешь, что газ подорожал, бензин подорожал, маме надо путевку, отлично, идем и ищем решение. И безусловно, есть люди в зоне изобилия. Это когда денег больше, чем ты можешь потратить, когда ты живешь из интереса делать какое-то действие и получаешь денег все больше и больше, которые приходят к тебе как результат труда. Если кто-то узнал себя, отправьте мне, пожалуйста, плюсик. Я не спрашиваю, к какому вы сейчас относитесь сегменту, 1, 2 или 3. Просто скажите, узнали себя, отзывается, и будем продолжать. Так, спасибо за ваши плюсики. Благодарю вас, что вы делитесь. Спасибо, спасибо, мои дорогие. Мне всегда очень важна ваша обратная связь, потому что тот марафон, который мы с командой для вас приготовили, это прежде всего, наверное, мой такой подарок моим дорогим подписчикам, которые были со мной на протяжении уже долгого времени, кто-то несколько лет, кто-то год, кто-то
2-3 месяца, но я хочу, чтобы то, что я вам сейчас дам, вы применили реально на практике и преуспели в своей жизни. Сегодня мы разберем один из 3 элементов, который приведет вас к более высокому достатку. 1% всех людей на Земле владеет 99% всех денег. Если вы пока еще не входите в этот 1%, то вы попали в нужное время, в нужное место, и сегодня мы с вами прокачаем себя. Когда разделили все деньги мира на население земного шара, то получилось, что средний доход составляет 375 тысяч долларов. Ребят, если вы еще не заработали свои 375 тысяч, то вам нужно двигаться вперед, потому что если все разделить на всех, вот такая вот средняя цифра будет. Если же мы будем учитывать, что мы можем попасть в 1% или в 5% или даже в 20%, то мы точно сможем с вами двигаться вперед. Что же тогда нам делать? Первое, нам нужно понять, что богатых людей отличает от людей, которые имеют доход меньше. И как перейти из одного состояния в другое. Нам в этом помогает денежное мышление. Что такое денежное мышление? Это умение замечать возможности. Это когда вы видите, что вот здесь можно заработать деньги, вот здесь и вот здесь, и вы готовы, чтобы сделать это действие и взять эти деньги. Но между готовностью и тем, что мы имеем, нас разделяет коридор наших убеждений. Например, если ты в гостях, и ты голодна, и уже 1 или 2 ты сидишь в этих гостях, не угощают ничем, можно ли как-то накормить себя? Походу нельзя, говорят ограничивающие убеждения. Можно уйти из этого, можно заказать еду, можно каким-то образом проявить себя. Но если мы воспитаны таким образом, что главное скромность, лучше промолчать, то тогда так и будет. Смотрите, те установки, которые у нас есть в голове, это те правила, по которым мы живем. Есть установки, которые мы понимаем, это осознанные правила. Это в гостях сидеть ровно, ждать, пока подадут угощение, говорить здравствуйте, говорить до свидания. Это установки, которые нам заложили родители, и мы по этим установкам двигаемся. И нас принимают как культурных людей. Но есть и неосознанные установки, которые нас не пускают в то или иное действие и ограничивают. Что такое ограничивают? Можно такой пример привести, как пограничники. Это охранники, которые охраняют тот результат, который у вас есть. То, что вы зарабатываете определенную сумму денег, да, скажем, вот столько, то это говорит о том, что те убеждения, которые в вашей голове, те правила, те мысли, те стратегии привели вас к такому уровню дохода. Сегодня прочитала анекдот. Одна девочка спрашивает у мальчика: скажи, пожалуйста, а сколько у тебя денежек, если мерить кучками? Он ей отвечает: ну, если мерить кучками, то у меня ямка. Вот такой вот вроде бы как и смешной анекдот, но на самом деле, ребята, это очень печально. Когда вместо кучек денег у кого-то есть ямки. И давайте будем потихонечку рассматривать, какие у нас есть варианты и какие признаки того, что у вас есть финансовые блоки, страхи или убеждения. Кто-то из нас находится постоянно в неком кредите. Получил доход, потратил, в кредитку залез, на кредитке минус, снова получает доход, снова пополняет кредитку, снова в минус. Вам может показаться, что это нормально. Нет, мои дорогие. Тех, у кого постоянный минус на кредитке, это ненормально. Это говорит о том, что есть некоторые ограничивающие убеждения, которые приводят к такому финансовому состоянию. Есть понятие кредитов, и я сегодня вам раскрою, где кредит идет в плюс, а где кредит идет в минус.
Если ваш уровень дохода постоянно приводит вас к тому, что вы залазите в потребительские кредиты, то вы работаете на благо банков, на благо кого-то еще. Но если у вас есть бизнес-идея, и вы просчитали ее, и взяли либо инвестиции, либо кредит, и эти средства приносят вам другие деньги, то все в порядке, то это оправданные кредиты, которые берут предприниматели, владельцы бизнеса и делают результаты. Следующий вариант. Как узнать, есть ли у нас ограничивающие убеждения или нет? Не умеем планировать свой бюджет. Вот есть такие люди, у которых деньги на моменте есть, на мелочи, а на крупные нет. Я не раз замечала, как, будем говорить, скромно одетые люди, которые приехали на общественном транспорте в парке, покупают детям все, что они хотят, катают их на всех аттракционах. И когда ребенок просит совершенно неполезную, ненужную вещь, у бедного родителя, бабушки, дедушки на эту ерунду деньги есть. Но когда начинаешь диалог о том, что было бы здорово там развивать, ребенку дать высшее образование, там, купить лучшую квартиру, он говорит: вы что? Откуда такие деньги? Денег нет. Так вот, смотрите, если нет планов по бюджету, нет целей краткосрочных, долгосрочных, то это говорит о том, что есть некие финансовые ограничения, финансовые блоки, которые не дают перейти из зоны проблем в зону решения или изобилия. Кто-то говорит: о, я не люблю планировать, это постоянно себя ограничивать, это постоянно ругать, я хочу жить свободно. Ребят, жить свободно можно только на уровне изобилия, когда ваш доход сильно больше ваших расходов, и вы выделили себе, скажем, там 5-10 тысяч долларов на простую, вот эту потребительские такие расходы, и у вас с этим все окей. Теперь давайте смотреть, если вы вообще не привыкли планировать свой бюджет, ставить цели, то, скорее всего, здесь есть какие-то ограничивающие убеждения. Например, какие? Это может быть фраза из области «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Или это может быть «неизвестно, что в будущем, а вдруг ограбят, а вдруг что-то еще произойдет». И эти страхи, они будут блокировать ваше богатство. Если вы узнаете себя в этом, тоже отмечайте. Можете ставить плюсики, можете просто для себя это фиксировать. И будет у вас понимание. Следующий момент. Когда вам кто-то говорит о том, что давай поставим более крупные цели, давай запланируем что-то следующее, а вы говорите: о боже, зачем я буду это планировать, когда о лучшей жизни мечтать, это даже вообще какой-то бред. Вот знаете, я помню, когда я еще была в такой зоне, наверное, проблем, да, денег на многое не хватало, и мне говорили, подружка моя говорит: пошли с тобой в магазине, посмотрим там норковые шубы. Я такая: зачем? Вот когда у меня будут деньги, вот тогда я пойду и буду выбирать себе на то, что я хочу. Теперь смотрите, как устроен мозг. Если тебе это не надо, если для тебя это невозможно и недоступно, то к тебе не будут приходить варианты, с помощью которых ты можешь увеличить свой доход. Простой пример, детский. Напишите, кстати, у кого есть дети. Плюсик, если у вас мальчик, и 2 плюсика, если у вас девочка. Мне прям интересно, у кого есть детки. Смотрите, подходит ребенок и говорит: мам, мы с ребятами собираемся поехать погулять. Мы хотим покататься в парке на аттракционах, может быть, в кафешке что-то зайдем, съедим. Ну и, собственно, может быть, еще в кино попадем. Мам, дай денег. Мам, дай денег. 3 плюсика, и мальчик, и девочка. Спасибо, спасибо, Саша. Очень, очень креативненько, ребят. Спасибо большое. Вот, смотрите. И вы спрашиваете своего ребенка: сколько тебе надо денег? Ребенок говорит: ну дай мне 1000 рублей. Это где-то 400 гривен. Мама такая говорит: слушай, наверное, это тебе многовато. Наверное, я дам тебе чуть-чуть поменьше. Наверное, я дам тебе чуть-чуть поменьше. И, разбирайся с этим.
Ребенок такой говорит: мам, ну как, ну мне же не хватит, мне же не хватит. Мама такая прикинула, говорит: нет, хватит. Теперь смотрите вариант второй. Приходит ребенок и говорит: мама, дай мне, пожалуйста, 3000 рублей. Мне нужно 500 рублей на парк, мне нужно 500 рублей на аттракционы, мне нужно 500 рублей, мы скинемся с ребятами на такси, чтобы не ехать в маршрутке и не ловить там никакие вирусы. Потом в кино столько-то, потом мы возьмем в кафе и поедим правильную, нормальную еду, а не всякий мусор. Мама такая: блин, точно, вот все четко же расписал, на тебе, сынок, 3000 рублей. Или там по-нашему в Украине это порядка 1200 гривен. Ребенок попросил больше, но он аргументировал каждый пункт. И становится мозгу мамы понятно, зачем столько денег. Точно так же, когда вы понимаете, на что конкретно вам нужны деньги, ваш мозг понимает это как программу к действию и начинает подбирать варианты. Вот у кого такое было, что захотел или захотела что-то очень сильно, думаешь об этом, ходишь, и появляется либо классная работа, либо какой-то проект, либо какой-то виток новый начинается в бизнесе. Вот стоит тебе действительно поставить крутую цель, как уже начинают идти по-другому потоки денежные. Вот кто с этим сталкивался уже, пожалуйста, поделитесь, потому что мне очень интересно. Ага, Юля говорит, вот так вот у нее уже было, спасибо. Кто еще поделится? А я сейчас вам включу следующий слайд. Денежные блоки установки, они не дают нам очень многих моментов. Вот на самом деле они нас очень сильно ограничивают. И стоит нам разобраться, во что действительно мы верим, как мы можем получать то, что хотим. Но кроме вот этих вот моментов, ребят, есть еще на самом деле понятие страх. Если человек боится больших денег, откуда это может быть? Я вам сейчас объясню. Если в роду бабушку или дедушку, например, когда-то раскулачили, вот во время революции, и вы эту историю знаете, и вы при этом не имеете накоплений, там, капитала, богатства, то может быть неосознанная связка с тем, что большие деньги – это опасно. Опасно, могут ограбить, могут отобрать, могут раскулачить. Если у кого-то была огромная какая-то кража где-то в окружении, то мозг тоже мог взять и подумать: о, большие деньги – это опасно. Но если это происходит один раз, и вы видите это где-то там, вот это витает, это не проблема. Есть такое понятие, как убедители мозга. Стоит чему-то случиться однажды, вы такой: ну ладно, окей. Дважды это уже на уровне убеждений, и трижды это все 100% так есть. Объясню. Смотрите, так работает, например, с приметами. Когда-то от родителей вы услышали: понедельник день тяжелый. Ну, понедельник день тяжелый, что бы это ни значило, это абсолютно, просто теория. И тут вы в понедельник, например, учась в школе, получили сложную контрольную. Плохо ее решили, получили плохую оценку. Приходите домой с плохой оценкой и говорите там: мам, пап, вот у меня плохая оценка по контрольной. Мама говорит: когда писала? Ну, в понедельник. Ой, ну понедельник вообще, дочка, день тяжелый. Все, у вас 2 галочки. В следующий раз вы выросли, у вас уже вам 25-30. Вы пошли сдавать документы в налоговую, а в налоговой что-то не сходится. И вы понимаете, какого я пошел в понедельник? Понедельник день тяжелый. И вы схлопываете эти 3 момента, и все. И на всю жизнь складывается убеждение: понедельник день тяжелый. Смотрите теперь убеждение про деньги. В какой-то момент кто-то, например, бабушка, когда дедушка приносил зарплату, говорила: боже, этих денег всегда не хватает. Ну что же все такое дорогое, жизнь такая тяжелая, денег ни на что не хватает. Вы маленьким ребенком, может быть, даже на это не обратили внимания. Вот, может быть, вообще не обратили. Потом вы вышли замуж или женились, да, мужчина. И в какой-то момент
вы приносите деньги в семью, и у вас происходит такая история. Начинаете раскладывать этот бюджет, а его не хватает. И вырывается фраза, как-то запомнилась она из детства, что этих денег ни на что не хватает. Ну что же все так дорого? И вот уже дважды ваш мозг это присвоил. И когда вы слышите это у подруги, у друга, у коллеги, не знаю, может быть где-то еще, что денег ни на что не хватает, то это становится вашим долговременным убеждением. А у мозга это некая программа, ну вот как в навигаторе, карта. Денег нет, их ни на что не хватает. И ваш мозг выбирает ту дорожную карту, где денег все время не хватает. И вроде бы зарплату подняли, или доход в бизнесе увеличился, но то зубы надо лечить, то ботинки надо купить, то за квартиру наперед заплатить, то неожиданно съездить куда-то, то бабушка там где-то вдалеке заболела, на самолете слетать. Денег ни на что не хватает. Ребят, вот если у вас есть похожее убеждение, я чуть позже, прямо сегодня, дам вам очень крутую технику переворота убеждений. И вы можете это все проработать. Теперь внимание, вот уже 20 минут эфира я вам даю какую-то полезную информацию. Сейчас я буду давать прям четкие техники, прям проработки, которые я раньше давала только в платных программах. В этот раз я решила с вами поделиться, чтобы вам помочь отработать это. Но если вы чем-то занимаетесь, там между делом гладите, стираете, кушаете, готовите, вам это будет просто информация. Если вы меня послушаете и ничего не сделаете, ничего не изменится. Но если вы присядете, возьмете какой-то блокнотик, какой-то карандашик и начнете записывать мысли, которые приходят в ваши невероятно умные светлые головы, и сделаете то задание, которое я вам дам, вот именно делание задания ведет к переосмыслению и к изменению программ. Следующий момент, смотрите, друзья, если деньги – это зло, если деньги портят людей, вот очень многие люди говорят, что большие деньги приходят только или к бандитам, или к хапугам, которые берут взятки, или там, не знаю, каким-то нехорошим людям. И тогда мозг склеивает, что деньги у плохих людей. И смотрите, как это расшифровывается. Если у меня будут большие деньги, то что? То я стану плохим человеком. Деньги портят людей. На самом деле это никак ничем не доказано. Но вы видели, что человек там на улице разбогател, купил себе крутой джип, зазнался, стал плохо обращаться со своей тещей, и все, плохой человек. Он плохой человек не из-за денег, он плохой человек, потому что он был плохим человеком. Деньги только подсвечивают, усиливают то, что есть. И очень многие семьи не из-за денег страдают, а из-за отсутствия денег. Но, тем не менее, мы будем с вами разбираться и с тем, и с другим моментом. Напишите, кому нравится эфир, кто уже получает пользу. Вот кто уже для себя какую-то пользу получил, напишите, пожалуйста. Получаю, нравится, продолжаю. Итак, смотрите, мы можем с вами заниматься бизнесом, открывать новые направления, покупать рекламу, делать какие-то вещи, но при этом иметь в голове убеждение, что деньги – это зло, что деньги портят людей, что больших денег не заработать, что где родился, там сгодился. И все это будет, как будто бы вы давите ногой на газ, а машина у вас на ручном тормозе. И действий много-много, а результата нет. К сожалению, результата нет, не потому, что вы делаете не то, а потому, что есть тормоза на уровне убеждений. Сейчас я раскрою еще несколько вариантов распространенных убеждений, но уже из моего опыта, из моих кейсов.
Поэтому, друзья, смотрите, если вы хотите ехать на полной скорости, то вам надо убрать заклинившие тормоза. У женщин бывает такая штука. Если я начну зарабатывать много, то у кого-то говорит о том, мой муж будет чувствовать себя не мужиком, а тряпкой, а значит, я потеряю брак, и я не могу зарабатывать больше мужа. У кого-то другая вылазит штука. Если я женщина, буду много зарабатывать, то мой мужик обленится, будет на диване лежать, и я буду замужем за мешком, который лежит на диване. И это тоже убеждение, которое не дает двигаться в бизнесе. Мужчина думает, если я буду все время работать и работать, впахивать и впахивать, денег заработаю, а жена моя начнет гулять, потому что деньги портят людей. И так далее. И куча вот таких вот ограничивающих убеждений не дает вам рвануть вперед. Уже завтра мы с вами перейдем к другому блоку, и он дополнит то, что я дам сегодня, но то, что мы проработаем на уровне убеждений, очень сильно вам поможет. Это будет 1/3 часть того, что я вам дам за все 3 дня марафона. Так вот, смотрите, мои дорогие, если не избавиться от убеждений, то вы так и будете день за днем, год за годом проживать жизнь в ограничениях. Отказывать себе в качественных продуктах, отказывать себе в хорошем отдыхе, отказывать своим детям во многих вещах, которые могли бы их развивать. Вот я сейчас не про баловство, я сейчас про глобальные вещи. Для того, чтобы ребенок получил достаточное кругозор и образование, было бы здорово, чтобы он летом ездил в лагерь типа Артек. У нас в Украине это лагерь в Буковеле, где есть и тренинги, и игры, и хорошее окружение ребят, которые развиваются. Но это на минуточку стоит почти $1500. И это дорого. И это дорого всего лишь деньгами, потому что это дорого, мило, ценно. Но если у вас нет таких денег, вы вводите их в ближайшую секцию, и вы как родитель молодец, но вы могли бы дать больше. Если не хватает денег, то мы не можем продлить счастливую жизнь наших родителей. Вот у меня маме 70 лет. Это великая женщина, которой я восхищаюсь. Она в свои почти 70 входит в топ-5 Duolingo, приложение по изучению французского языка. Женщина почти в 70 в топ-5 знатоков французского языка. Представляете? И я ею восхищаюсь. И у нее мечта пожить во Франции, на юге. Так вот, если у меня не убрать ограничивающие убеждения, то моя мама никогда не исполнит свою мечту. А у вас есть желание, чтобы ваша мама исполнила свою мечту? Может быть, вы хотите подарить маме путевку в санаторий, а на минуточку, вот я бронировала нам с мужем на январь санаторий, мне обошлось 2000 евро, обычный, национальный уровень, не где-то там, ребят. И если не убрать ограничивающие убеждения, жизнь всегда будет без этого, без этого и без этого. А ведь наши родители достойны, чтобы мы делали им подарки. Наши дети должны получить наилучший старт, чтобы у них это было. А мы с вами. Но разве мы не достойны, девочки, носить красивые платья, украшения? Мужчины, разве вы не достойны ездить на классных машинах, чтобы это был кайф, чтобы вы садились и кайфовали? Разве мы все не достойны жить в домах, где у каждого своя комната, где мягкая, удобная мебель, где красиво, где такая кухня, где хочется готовить? Ребят, а впереди Новый год. Ведь от души хочется покупать подарки, такие, которые наши дети мечтают получить. Но все это деньги. И если мы с вами не будем увеличивать свой доход, то, к сожалению, жизнь пройдет мимо. Но для того, чтобы избавиться от ограничивающих убеждений, нам сначала нужно их найти. Нам нужно их распознать, и только когда мы их увидим, мы тогда сможем с ними справляться. Это все равно, как черная кошка в темной комнате. Ну, не видно ее. Но стоит включить свет,
как «О, вот ты где!» Дальше ее нужно поймать. Извините меня, это тоже трудно. Побегать, как-то позалавливать ее. Вот это вот все мы с вами делаем на марафоне. Итак, примеры ограничивающих убеждений. Скромная девушка может получать только скромную зарплату. А равно Б. Скромная девушка, скромная зарплата. Если А, то Б. Если ты из простой рабочей семьи, то тебе не стать богатой. Третья разновидность. Чем? Тем. Чем больше ты трудишься, тем больше ты будешь зарабатывать. Это всего лишь убеждение. Это не значит, что это так. Чем быстрее ты будешь соображать, тем быстрее ты выйдешь наверх. Это тоже не значит. Смотрите, мои дорогие, самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли, что убеждение – это всего лишь связка абсолютно не связанных мыслей, подтвержденная опытом. Я бухгалтер, поэтому галочка. Раз, галочка, два. Это уже двойной крыжик. Есть бухгалтера? Напишите. Так, не знаю, как вас зовут. Пишет, я плачу до слез, нехватка постоянно. Ребята, можно плакать, а можно искать выход. И раз вы на моем марафоне, то вы уже сделали огромный такой рывок вперед, и мы сейчас с вами все это разберем. Смотрите, одно из таких распространенных моментов – это наши внутренние «нельзя». Нельзя, чтобы человек из простой семьи добился большого результата. Нельзя, чтобы просто так взять и перейти на следующий уровень. Нельзя ни с чего-то сделать что-то. О, бухгалтера, привет! Смотрите, на самом деле все ваши внутренние нельзя, они сформированы каким-то опытом и каким-то внешним голосом. Ну давайте, вот мне воспитательница в садике говорила, девочка не может драться. У меня была очень грустная история. Мальчишка забрал у меня любимую игрушку, я за ним бежала, чтобы у него забрать обратно, и меня наказали. Меня поставили в угол на веранде, я простояла там всю вот эту вот прогулку. И у меня сложилось убеждение, что с мальчиками соревноваться нельзя. Потому что мальчики быстрее, хитрее, наглее. И вот до того, пока я не проработала все свои ограничивающие убеждения, я очень во многом себе отказывала. Я не принимала решения с кем-то соревноваться. Я не принимала решения выходить в эфиры. Мне казалось, что для того, чтобы выступать перед людьми, нужно иметь ученую степень. Нельзя просто так стать спикером. Нельзя просто так рассказывать людям о своем опыте и делиться. Ну, вот нельзя просто так. Поэтому для себя возьмите и выпишите. Можете прямо сделать сейчас скриншот экрана и будете знать, как формируются ограничивающие убеждения. А мы будем двигаться с вами дальше. Вспомните, что в вашей семье говорили о богатых людях. Вспомните даже примеры тех богатых людей, которых вы видели. У меня, например, бабушка всегда говорила, что эти буржуи, эти богачи, как будто бы они злые, как будто бы они жадные, как будто бы они не уважают других людей. И это такое вот убеждение. Я попрошу вас повспоминать как можно больше, а что говорили про деньги, а что говорили про успех, а что говорили про большие дома, а что говорили про красивые машины, а что говорили про счастливых улыбающихся людей. Все это есть те формулировки, которые у вас заложились. Дальше мы начинаем прорабатывать то, что мы с вами нашли. Итак, когда мы вспомнили определенные убеждения, нам нужно сделать переворот. Внимание, ребята, это очень важно, очень важно. Возьмите блокнот и ручку, сделайте скриншот экрана и смотрите. Первое –
Это ограничивающее убеждение, которое мы с вами должны обнаружить. Когда вы выпишете все, что вы помните о богатых, об успешных, о деньгах, о том, что бабушка говорила о деньгах, дедушка, мама, папа, тети, дяди. Вот, спасибо, не в деньгах счастье, конечно. Конечно, счастье-то не в деньгах, счастье в любви, счастье в хорошей семье. Но когда в этой семье нет денег, то ссоры все как раз из-за денег. И, как правило, вот это ограничивающее убеждение, что не в деньгах счастье, оно у тех людей, у которых с деньгами далеко не порядок. Потому что они обесценивают деньги, повышая что-то другое вверх. Вот смотрите, нашли вы свое ограничивающее убеждение, что деньги приходят тяжелым трудом. Ваша задача это убеждение сначала обнаружить, а потом переделать. Помните фильм, кто вот постарше, был фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Там была такая девочка, страшненькая, толстенькая, курносенькая, одетая не пойми как. И вот, значит, у нее начали складываться отношения с главным героем. И ей говорят: так, аутотренинг, повторяй, я самая обаятельная и привлекательная. И вот она весь фильм это повторяет. Так вот, смотрите. Когда вот такой резкий идет переворот, из толстенькой и страшненькой в обаятельную и привлекательную, наш мозг, который состоит из 3 главных составляющих, он говорит: не, ты не обаятельная, не привлекательная. Поэтому я в этом убеждении, в этой технике хочу добавить один важный момент. Например, деньги приходят тяжелым трудом, а как бы вам хотелось? Мне бы хотелось, чтобы деньги приходили легко, но мой мозг, ребят, это не впускает. Вот не впускает и все, что прям я сижу и деньги приходят. У меня нет такого жизненного опыта. Я правда зарабатываю, я все создаю процессы, и бизнес мне приносит деньги, но только через какое-то действие. Поэтому я для себя трансформировала, что деньги... Мне было написано: деньги приходят тяжелым трудом, я себе трансформировала. Деньги приходят через хорошую идею и тщательную реализацию. Деньги приходят с хорошей командой и правильной стратегией. Смотрите, нет универсального, есть лично ваше убеждение и переворот. Тому, кто захочет проработать, я в конце сегодняшнего эфира предложу свою поддержку, поэтому будьте до конца, будет очень важно. Вот Ирина пишет: большие деньги честным трудом не заработаешь. Ир, супер, правильно. Теперь давайте позитивно, как бы хотелось. Как бы хотелось. Большие деньги честным трудом не заработаешь. А как? Я зарабатываю достаточно своим честным трудом. Да? Может быть, вот так. Теперь смотрите, 3-я часть, вот на экране написано: что вам поможет к этому прийти? Натали пишет: нежели богато, вот и нечего начинать. Очень распространенное убеждение. Как бы хотелось, Натали, напишите: нежели богато, нечего начинать. То есть хотелось бы жить богато. Так, Настя пишет: чтобы были деньги, нужно жестко экономить. Отлично. Без экономии денег не накопить. Да, Настя, правильно я поняла убеждение? А как бы хотелось, ребят, напишите вот от вот этого негативного, как бы вам хотелось. И тогда простроим путь. Я вот по Настиному пойду. Чтобы были деньги, нужно жестко экономить. Переворачиваем. Мне всегда хватает на свои потребности. Мне всегда хватает на свои потребности. Тогда какое действие нам нужно совершить, чтобы мне хватало? Доход растет, я увеличиваю свой доход, я развиваю свой бизнес. Вот, Настя пишет: не экономить, а искать источники дохода. Супер, супер, молодцы. Уже у нас с вами есть примеры, поэтому будем двигаться дальше. И вот когда вы переписали, перевернули это убеждение, тогда у вас будет следующий момент. Скажите, что вы сделаете, чтобы это ваше убеждение не экономить, а искать источники, или создавать источники, или наполнять источники, или увеличивать источники. Вы же знаете, что у каждого человека есть минимум 4 источника дохода.
Смотрите, Наталья, хочется жить богато. Здесь вот мы дальше, завтра мы будем говорить про самооценку, про уверенность в себе, мы будем прокачивать, а что мне можно, и потихонечку будем дополнять. А в третий день мы будем говорить с вами о теме ресурса, потому что мышление – это одна часть, самооценка, уверенность, а самое главное, ребята, про деньги – это профессиональная уверенность в себе, и мы завтра это проработаем. И когда у вас в мышлении нет тормозов, есть уверенность, есть энергия и правильные действия, вот тогда вы придете к своей истинной цели. Поэтому здесь нужно понимать, чтобы прийти к этой более богатой жизни, нужно понимать, что такое для вас богатая жизнь. Об этом мы будем говорить на теме цели. А когда будет тема цели, я скажу вам позже. Так вот, мозг не может достигать абстрактных моментов. Что такое богато? Вот для меня богато – это там 100 тысяч долларов в месяц. А для кого-то богато – это 100 тысяч рублей в месяц. Для кого-то мой доход кажется супер большим. Я даже вам скажу честно, я некоторым своим сотрудникам даже не озвучиваю, сколько я зарабатываю, потому что им кажется, что это космические деньги. А моим друзьям и клиентам-миллионерам говорят: не, ну, Лиль, нормально ты зарабатываешь, не бедствуешь. Понимаете? Иван пишет: проблема не в том, чтобы реализовать эти действия, а в их отсутствии. Да, бывает, Вань, такое, что нет идей. Смотрите, если нет идей, тогда здесь тоже есть проблемы с мышлением. Что я думаю о себе, что я человек не творческий, без идей. Завтра на самооценке мы будем это разбирать и прокачивать. Вот, Наталья, ну, слушайте, вы такие молодцы, я прям вас хвалю. Правильно сказать, с комфортным для себя и семьи. Да, это может быть не про богатство, это про достаток, про достаточное количество денег. Умнички, просто умнички, разумнички. Все правильно понимаете. Те, кто отмалчивается, смотрите, можете пересмотреть еще раз в записи. Давайте пример. Я не могу себе это позволить. Какой у нас будет здесь позитивный пример? Как нам нужно это перевернуть? Я могу себе позволить все, что я хочу. Или я могу, увеличивая свой доход, позволять себе все больше и больше. Да? То есть мы таким образом добавляем те моменты, которые хотим. Так, еще сейчас вам один пример покажу. Я не могу себе это позволить. Да? Вот такой вот у нас есть. Я найду способ, как увеличить свой доход, чтобы у меня было все больше и больше финансовых возможностей. Это уже переворот. Но теперь, ребят, нам нужно будет еще вытащить те убеждения, которые сейчас у вас не всплыли на поверхность, которые в настоящий момент где-то в темной комнате припрятались. Поэтому я предлагаю вам такое небольшое домашнее задание. Смотрите. Выпишите порядка 8, минимум 8 своих убеждений про деньги. Потом выберите самое сильное убеждение, которое вам сильно мешает. И когда я сохраню этот эфир, вы прям выпишите то убеждение, которое вам мешает, и по технике переворот напишите, как бы вы его перевернули. Я посмотрю, обязательно вам прокомментирую, отвечу. Вы получите себе такой мини-тренинг. И мы с командой обсудили, что будем вас еще награждать. Каждый день за выполнение заданий и написать ответ в комментариях вы будете получать 500 бонусных рублей или 200 гривен бонусных. И эти бонусы вы сможете использовать в третий день, когда соберете побольше, я вам расскажу, как вы можете их использовать. Так, Марьяна пишет, а может быть, что негативных убеждений нет? Или они очень глубоко? Да, и я сейчас расскажу, что с этим делать. Иван говорит, самооценкой все норм, есть опыт и отсутствует план, как правильно поставить на поток, чтобы зарабатывать не в найме, а самостоятельно.
Ага, да, есть такое. Но тогда здесь, ребят, нужна стратегия. И нужен анализ того, что вы делаете. Это индивидуальная работа, или мы такие стратегии простраиваем с ребятами на курсе «Территория денег». Вот там мы уже прорабатываем. В рамках этого марафона мы прорабатываем убеждения. Итак, смотрите. Ваша задача проработать свое убеждение и выписать, как это будет по-другому. Итак, мы с вами сегодня проработали основную часть мышления, убеждения, видеть денежные возможности. Помните, что я говорила в начале? Что люди делятся на 3 группы, на 3 сегмента. Люди в зоне проблем, все плохо, денег не хватает, и эти ограничивающие убеждения у нас формируются в голове. Есть люди в зоне решения. Есть проблема, есть решение. Есть проблема, есть решение. Вот, Иван, скорее всего, вы в зоне решения уже. У вас уже есть какие-то действия, но вы не совсем еще довольны полным результатом. И есть 3-й вариант. Это изобилие. Изобилие, когда у вас на все хватает, вы делитесь, даете и получаете в ответ. Для того, чтобы найти все свои ограничивающие убеждения, вам нужно вспомнить разговоры в семье про деньги. Вам нужно вспомнить какие-то ваши недостигнутые цели. Ведь что-то вы в этом году достигли, а что-то нет. Понимаете? Вот напишите, чего у вас еще не случилось. Марьяна, больше тебе отвечаю. Вот простой такой вопрос. Почему у тебя до сих пор нет своего особняка в Европе? И когда ты напишешь, у меня нет особняка в Европе, потому что особняк это дорого, таких денег не заработать. Там, чтобы иметь особняк, нужно родиться в богатой семье. Вот это и будут ваши ограничивающие убеждения. Когда вы задаете себе вопрос, почему у тебя до сих пор нету $1 миллиона, и вы отвечаете, как бы оправдываетесь в ответ, вот это все и является вашими ограничениями. Смотрите, сейчас сделаю глоточек и расскажу еще. Вот у меня нет особняка в Европе. Почему? Потому что особняк в Европе требует вложений. Ну, порядка $1 миллион. $1 миллион вложить туда, его нужно где-то из других источников взять. Да? Соответственно, у меня нет такого большого дохода, чтобы свободно купить особняк. Начинаем расковыривать, почему нет такого дохода. Ну, потому что, чтобы иметь такой доход, нужно иметь крупный бизнес. А чтобы иметь крупный бизнес, нужно иметь большие инвестиции. А у меня нету больших инвестиций, значит, у меня не получится крупный бизнес. И, соответственно, пошли ограничивающие убеждения. Смотрите, если у вас есть крутая идея бизнеса, то деньги, инвестиции найти легко. Вопрос очень часто в том, что идеи этой нет. А идея эта не приходит, потому что вы над ней не работаете. Чтобы пришла идея, нужно своему мозгу давать задачу. Искать идею, генерить идею, собираться с людьми вместе, которые в зоне решения. Мы, когда с ребятами на территории денег собираемся на Zoom-встречах, мы такие генерим идеи, это просто невероятно. Поэтому вам нужно найти то окружение близких по духу людей, предпринимателей, а может быть даже и не предпринимателей, а каких-то онлайн деятелей, которые двигаются вперед, и генерить эти идеи. Можно это делать самостоятельно, но сложнее. В сильном окружении всегда идеи генерятся лучше. Так, Натали пишет, это же нереальная цель, ее со старта не достичь. Смотрите, цели бывают краткосрочные, цели бывают долгосрочные, и цели бывают среднесрочные. Особняк в Европе для кого-то, смотрите, мы все разные. Это долгосрочная цель, но если ее сформулировать как цель и простроить к ней путь, она будет достигнута. А для кого-то это краткосрочная цель. Просто выбрать особняк, просто со счета перевести деньги. Понимаете?
У Вселенной нет такого, что это сложно, это легко. И то для Вселенной возможно. $1 000 000 это небольшие деньги, небольшие. Да, кстати, особняк в Европе можно купить и за 300 тысяч. Когда вы выбираете себе какую-то цель, вы начинаете с ней работать по определенным правилам. Но это не тема сегодняшней встречи, я про цель буду говорить дальше. Обязательно вам про цели все дам и все расскажу. Так, Юля пишет, как поменять отношения, негатив в окружении. Так, Юль, не могу понять вопрос. Как абстрагироваться от окружения? Смотрите, если в окружении считают, что деньги это плохо, деньги это вообще зло, то вам нужно выходить в другое окружение. Свое окружение никуда не денешь. Мама, папа, бабушка, родители, это все важно. Вы просто должны быть еще в том окружении, где деньги это хорошо. Так, Денис пишет вопрос. А мы будем разбирать тему, как правильно ставить цели. Ребят, ну вы прям мысли мои читаете, прям мысли читаете. У меня есть идея сделать 4-й бонусный день. Но туда попадут только те, кто будут активничать. Потому что на бонусный день, это знаете, как отдельный банкет для самых активных. И мы там будем разбирать цели. Скорее всего, это будет. Так, уже услышал ответ. Спасибо большое. Юлечка, конечно, очень сложно перестроиться из-за окружения. Давайте немножко тему окружения сейчас раскрою. Смотрите, для того, чтобы выйти на другой качественный финансовый уровень, нам нужно, первое, иметь мышление, которое будет вести к большим деньгам. Второе, нам нужно иметь окружение. Мышление – это 60%, ну, 50%. Дальше, окружение – это порядка 30-40%, некоторые источники тоже говорят 50%. И личный тренер-наставник – это еще 30%. Так вот, смотрите, если вы в окружении находитесь, где все говорят, слушай, вот самое ужасное в окружении – это когда говорят, у кого-то еще хуже. К примеру, я прихожу и говорю мужу, Сережа, давай купим новый дом. Он говорит, ты что, зачем тебе новый дом? У тебя вон в этом доме все хорошо и все прекрасно. Вон у соседей хуже, а вон у тех еще хуже. И мы хоп, и мы самые крутые в своем окружении. И роста не будет. Вот у меня подруга есть, спасибо ей огромное, она когда-то меня макала мордой в грязь. Мы поехали в Киеве в какой-то торговый центр. И она зашла в брендовый отдел и говорит мне, ой, Лиль, ты туда не ходи, ты там не потянешь вещи. Я в смысле не потяну, там дорого. Вот это было то окружение, в котором мне было не окей. Она могла себе в отделе покупать вещи, там, 15 лет назад, а я нет. И меня так это зацепило, так неприятно. Так было неприятно, что я себя так почувствовала, знаете, как бедная родственница. Но я пошла и стала зарабатывать больше. Сейчас мы покупаем вещи, кто какие хочет. Вообще, когда ты зарабатываешь только на вещи, ребят, это уровень далеко не богатства, это уровень прям сильно. Так, Иван пишет, окружение. Люди с достатком, как правило, общаются. Да, вот, Вань, хороший комментарий. Как найти такое окружение? Конечно, ребят, если вы зарабатываете вот столько, вы, скорее всего, не будете интересны людям, которые зарабатывают вот столько. Что же делать? Смотрите, ответ очень простой. Вам, первое, нужно общаться с теми людьми, которые тоже хотят зарабатывать больше. Будем говорить, попадать в студенческую среду. И тогда вы будете заряжаться от цели друг друга, от действия друг друга. И будете двигаться вперед. Слушать тех тренеров, которые дают ту пищу вашему мышлению, которая вас ведет вперед. Можно пойти к другим тренерам. Очень разные. Сейчас такое инфополе, столько разной информации. У меня недавно одна из новых клиенток, которая купила программу «Территория денег», пришла и говорит, меня в другом курсе учат пойти потратить на себя, пойти то, пойти сё. Смотрите, я не учу пойти потратить на себя, я учу, как зарабатывать больше, а куда вы будете тратить, это ваше личное дело.
Но когда мы учимся тратить, это тоже неплохая прокачка, но это не ведет к навыку увеличивать доход. Не проблема найти, нет, найти можно, как попасть. Смотрите, как попасть в окружение, я давайте расскажу завтра, потому что это зависит от вашей самооценки. Если вы не только благодаря деньгам, но еще и благодаря своим умениям и навыкам не видите своей равности, своей ценности для окружения, вы не зайдете туда. Ну, ребят, уже 19:59 в Украине, 21 в Москве. Мы на сегодня заканчиваем. Я завершаю эфир, сохраняю и напоминаю вам, делая домашние задания, вы уже становитесь богаче. Прямо сейчас, никуда не уходя, сядьте и выпишите примеры. Если А, то Б. Если у меня нету богатого окружения, то я не могу иметь поддержку. Если я не родилась в богатой семье, то у меня не получится. Выпишите все мысли о деньгах. Так, Денис пишет, у меня такой знакомый шел на обучение, ему сказали, что нужно повысить уровень нормы. Он взял телефон в кредит и остался с кредитом. Слушайте, вообще такой подход совершенно неконструктивный, не делаю так. Спасибо. Ребят, что было полезного? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас сегодня было ценным. Чего не хватило, тоже напишите. Может быть такое, что непонятно объясняю, может быть мало примеров, может быть много примеров, может не про вас, пишите. Самое главное, чтобы вы сейчас сели, выписали все свои мысли, ограничивающие о деньгах, о доходах, и в комментариях под этим эфиром выписали, какое было убеждение и как вы его перевернули. Я все проверю, прокомментирую и каждому из вас начислю по 500 денежных бонусов. Так что богатейте прямо сейчас, используйте возможности и будем развиваться вместе. Спасибо огромное за ваше тепло, за ваши огонечки, за ваши сердечки. Спасибо, спасибо, просматриваю все ваши записи, может что-то пропустила. Благодарю и увидимся завтра в это же самое время. Кстати, у нас работает чат-бот, там очень много полезничка мы отправляем, вы его перечитайте, прям поднимитесь вверх, потому что я там вам и техники крутые давала, и очень сильно старалась, готовилась. Там только самое ценное. Все, пока-пока.